В российских регионах паника и холод. Белгород погружается во тьму. Военные рапортуют о сбитых десятках дронов, но почему горят целые районы, а губернатор путается в словах? Кому из них поверим? Ядерный шантаж и удары по атомной инфраструктуре. Киев предупреждает, это игра с огнем. Мир затаил дыхание. МАГАТЭ требует объяснений, но никто не отвечает. Тревога в столице. Министр призывает готовиться к войне. Для этого срочно перепрошивают армию. К чему готовятся самые сильные войска в мире, обо всем расскажем. Ветераны и фанаты выходят на улицы, толпа готова на все, начинается что-то большее, чем только протест, и их требования более чем просты, но будет ли их кто-то выполнять? Пропаганда сдает города. Как ведущая Первого канала пошла против Конституции, немыслимо, и где она сейчас? Простят ли ей эти слова? Об этих и других самых главных событиях вечера воскресенья 9 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Взрывы, пожары и отключение света. Украинские дроны ударили по Воронежу. Прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали городскую ТЭЦ-1. Ключевой объект, снабжающий теплом и электричеством почти половину города. После ударов начался пожар, а несколько районов остались без света и отопления. Дроны пролетели низко над промышленной зоной, прежде чем над станцией вспыхнули первые взрывы. Пламя поднялось на десятки метров, пожарные работали до рассвета. Губернатор не сказал ничего конкретного, был загадочен, расплывчив и много пообещал. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму. ТЭЦ-1 обеспечивает энергией 4 района Воронежа и более 1000 промышленных объектов, включая завод «Воронеж-Синтез-Каучук». Российские военные заявили, что сбили десятки дронов в соседних областях, но воронежская атака показала уязвимость ПВО даже в глубине России. Жертв, по предварительным данным, нет. Эта ночь стала одной из самых громких и тревожных для Воронежа за все время войны. Белгород тоже не был оставлен без внимания. Там ночью повреждены ключевые линии энергоснабжения и теплосети. Город частично обесточен, более 20 тысяч жителей остались без электричества и отопления. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил разрушение и сообщил о пожаре в гаражах, вспыхнувшем после падения обломков сбитых ракет. Есть серьезное повреждение системы энергоснабжения, теплоснабжения города Белгорода. Но наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимается восстановлением от того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения они не создадут большого дискомфорта. Местные жители сообщают о сильных взрывах и ярких вспышках в небе перед отключением электроэнергии. Власти обещают, что полное восстановление энергоснабжения займет не более суток. Россия на грани ядерного шантажа. Удары по подстанциям, питающим украинские АЭС. Киев требует вмешательства МАГАТЭ. Ночью РФ нанесла прицельные удары по подстанциям, которые обеспечивают питание атомных электростанций. Власти Украины заявляют, Москва играет с огнем и сознательно подводит Европу к ядерной катастрофе. Во время сегодняшних атак Россия вновь нанесла удары по подстанциям, обеспечивающим энергоснабжение Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Это были не случайные, а тщательно спланированные удары. Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы. Украинское ПВО сбило большинство целей, но ущерб уже огромен. Киев предупреждает, если атаки на ядерную инфраструктуру повторятся, последствия могут стать катастрофическими для всей Европы. Американская армия должна пройти масштабную трансформацию, чтобы быть готовой к новой эпохе угроз. А сейчас, получается, не готова. По словам главы Пентагона, мир находится на грани, и сегодня ситуация напоминает время, когда человечество стояло в шаге от мировой войны. This is a 1939 moment.
Этот момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года, момент растущей тревожности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, я чувствую это. Нашим бойцам нужен глубокий потенциал, чтобы сдерживать любую агрессию, а при необходимости решительно победить любого врага, который осмелится бросить вызов Америке. Министр подчеркнул, речь не о беззубой реформе, а о полном перезапуске военной системы. По данным американских медиа, Хексет требует ускорить перевооружение армии, усилить подготовку войск и разработку новых технологий сдерживания. Еще в сентябре министр собрал экстренное совещание с генералами в Вирджинии, призвав готовиться к возможному крупному конфликту. Только те, кто способен воевать, заслуживают мира, сказал тогда глава Пентагона. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Тысячи людей вышли на улицы, требуют освободить арестованных ветеранов и фанатов. На набережной хорватского Сплита собрались тысячи человек, участники фанатской группы Торсида, ветераны войны за независимость и местные жители. Под лозунгом «То, что защищено кровью, не отдадим легко», они протестовали против решения суда, который отправил под арест 9 участников недавних событий во время Дней сербской культуры. Среди них и ветеран войны Петар Гоюн. Организаторы называют приговор политически мотивированным и требуют немедленного освобождения задержанных. Основной заhtjev je naš Главное требование, чтобы все наконец нормализовалось. Мы все понимаем, что поведение нашего коллеги и остальной молодежи было безрассудным, неправильным. Но, как мы говорим на военном жаргоне, вы устроили чрезмерный обстрел. Думаю, вы придали всему этому чрезмерный масштаб совершенно напрасно. Мы еще раз призвали все институты собраться спокойно, с холодными головами, без истерики и оценить серьезность произошедшего. Нужно, наконец, быть реалистами. Надеюсь, все закончится благополучно. Толпа скандировала патриотические лозунги и пела военные песни. Секретарь Торсида Стип Келекич вызвал бурю аплодисментов, повторив, что фанаты не позволят криминализировать приветствие «За Родину готов». За день до митинга в Сплите в Загребе у здания сербского культурного центра произошел инцидент. Группа людей в масках выкрикивала лозунги в поддержку независимой державы хорватской. U svakom slučaju nije dobro. В любом случае, плохо, когда молодые люди в балаклавах и масках посылают недопустимый сигнал. Мы демократическая страна, и каждый имеет право выражать свое мнение, но без насилия и угроз. Мы на этом настаиваем. Цеховое единство, корпоративная поддержка или как можно назвать ситуацию, когда один президент просит освободить из тюрьмы другого. Президент Болгарии Румен Радев неожиданно обратился к французским властям с призывом освободить бывшего президента Франции Николя Саркози, который, по его словам, не заслужил быть за решеткой. Радев напомнил, что именно Саркози помог Болгарии в одном из самых драматичных эпизодов ее новейшей истории – освобождении болгарских медиков из ливийских тюрем почти 20 лет назад. Громкое заявление прозвучало во время торжественной церемонии, где Радев наградил бывшего британского посла в Ливии Энтони Лейдена за участие в той же операции. Лейден получил почетный знак президента Болгарии за личный вклад в спасение 6 болгарских медсестер, которые провели 2755 дней в плену режима Муаммара Каддафи. Тогдашний президент Франции приложил огромные усилия для освобождения наших медиков. Сегодня он находится в тюрьме и нуждается в нашей поддержке и солидарности, через которые мы можем выразить ему нашу искреннюю благодарность. Я поддерживаю заявления президентов, бывших министров, политиков и общественных деятелей, которые приняли дело его освобождения как свой долг, и обращаюсь также к европейским политикам и общественным деятелям с призывом об освобождении президента Саркози. К обращению Радева уже присоединились его предшественники Петр Стоянов и Георгий Прванов. Они заявили, что готовы поддержать кампанию в защиту Саркози, которого во Франции осудили по обвинениям в коррупции. Последний день российской пропагандистки. В сети завирусилось видео, где на Первом российском канале признают таки Херсон не российским. На Украине сегодня новость номер 1 – это тайный визит актрисы Голливуда Анджелины Джоли на Украину, а именно в Херсон.
История повторяется. Неонацисты на улицах столицы страны, которая чуть меньше сотни лет назад уже падала в подобную пропасть. В Мадриде прошел марш неонацистов. Полиция разогнала демонстрантов. Есть задержанные. У здания Конгресса Испании в Мадриде состоялся митинг неонацистской группы «Núcleo Nacional». На акцию вышли несколько десятков человек с неонацистской символикой. Они выкрикивали ксенофобские лозунги и исполняли фашистские гимны. Между участниками марша и полицией произошли столкновения, в результате которых 3 демонстрантов были задержаны. По данным испанских медиа, серьезных беспорядков удалось избежать, но полиция применила силу и спецсредства для разгона протестующих. Организация «Núcleo Nacional» крайне правая группа, уже находящаяся под следствием по делу о преступлениях на почве ненависти. По информации правоохранителей, ее члены связаны с нападениями на мигрантов в Мадриде и распространением экстремистской идеологии. Власти опасаются, что такие движения пытаются дестабилизировать обстановку и разжечь расовую вражду в испанских городах. После летнего всплеска уличного насилия 25 года полиция и гражданская гвардия усилили надзор за неонацистскими и праворадикальными группировками. Хотя в Испании проходят и другие массовые протесты по разным политическим поводам, митинги этой организации выделяются своей агрессивностью и прямыми связями с насилием. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.